Приветствую уважаемых подписчиков и гостей канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. В суд направлено дело одного из влиятельных членов мафиозного клана Аслана Усаяна, 46-летнего Романа Кощаева. Чем он знаменит и за что его будут судить? Обвинительное заключение по уголовному делу против Кощаева было утверждено в прокуратуре Ставропольского края несколько дней назад. Ему предъявлены уже традиционные для законников обвинения по статьям 210.1 Уголовный кодекс Российской Федерации «Занятие высшего положения в преступной иерархии», части 4 статьи 210 Уголовный кодекс Организация преступного сообщества, 163 Уголовный кодекс вымогательства, 228 Уголовный кодекс Незаконный оборот наркотиков, 222 Уголовный кодекс Незаконный оборот оружия. Только по статье 210 Уголовный кодекс ему уже грозит пожизненный срок. По версии следствия, Кощаев является влиятельным вором в законе и так называемым смотрящим за югом России, куда входит не только Краснодарский край, но и Ставропольский край и республики Северного Кавказа. В краевой прокуратуре рассказали Лайфу, что у группировки Кощаева якобы было 3 отдельных подразделения, действующих в Георгиевском округе и Кировском районе Ставрополя. Одна группа занималась наркотиками, другая – рэкетом, третья – силовым прикрытием. Кроме Кощаева лидерами ОПГ, по версии следствия, были некие Артур Григорянц и Идрис Дадаев. В 2017 году почти всех членов группировки задержали, возбудив против них 13 уголовных дел. Самому Кощаеву тогда удалось уйти от правосудия. В конце октября этого года, после 3-летнего судебного разбирательства 15 участников банды были осуждены и приговорены к длительным срокам лишения свободы. Однако сам предполагаемый главарь ОПГ пока не осужден, несмотря на то, что был задержан польскими силовиками еще в начале 2019 года. На тот момент Кощаев уже 2 года был в розыске по линии Интерпола и находился на территории Польши по поддельным документам. Поляки выдали его только в апреле этого года по запросу Генпрокуратуры. В настоящее время Кощаев дожидается суда в СИЗО Ставрополя. Кощаев родился в 1974 году в Адыгее, в небольшом поселке Энем. По некоторым данным, он служил в армии, но был комиссован якобы из-за проблем с психикой. Позже сколотил свою бригаду, занимавшуюся рэкетом и вымогательствами. Будучи классическим бандитом и рэкетиром, Кощей был далек от воровских понятий и попал в эту криминальную субкультуру практически случайно. Считается, что Кощаев якобы вошел в братский круг Аслана Усаяна при поддержке влиятельного законника Юрия Пичугина. Говорят, что дед Хасан недолюбливал Кощаева за то, что тот игнорировал блатные понятия. Его фигура стала компромиссной, якобы Пичугин отказывался от претензий на Краснодарский край в обмен на коронацию своего ставленника, Кощея. В 2004 на сходке в Лужниках, с подачи Пичуги в присутствии влиятельных законников Кощаева, провозгласили вором. Кощея считали близким другом и еще одного смотрящего за Краснодарским краем, ныне покойного Вадима Иваненко. В местной криминальной среде приятелей даже прозвали скинхедами за похожие замашки и комплекцию. В нулевые главным арбитром криминалитета края был вор в законе Владимир Волков, которого также сегодня судят за криминальный статус. Волков часто критиковал Вадика и Рому за неподобающий генералам преступного мира роскошный образ жизни и рэкетирскую привычку приводить на разборки десятки вооруженных бойцов. В 2007 году при задержании в Кореновске у Кощаева нашли пистолет и патроны к нему, после чего он впервые сел за решетку на 7 месяцев. Практически авторитет отделался тогда легким испугом. В 2008 году Рома Краснодарский стал одним из подписантов знаменитого прогона деда Хасана против его заклятого врага Тариэла Аниани, в котором последнего лишали высокого воровского статуса. Подписанты призвали заключенных при встрече с Таро поступать с ним соответственно, фактически призывая к устранению. С тех пор многое изменилось.
Сам Аниани недавно освободился из испанской тюрьмы. Судьба его оппонента не столь завидная. Если Кощаева признают виновным, ему уже не отделаться маленьким сроком. Как глава ОПГ и вор в законе, он может сесть более чем на 20 лет, а то и пожизненно. В феврале 2012 года Кощей, вместе с Кобой Дзидзишвили, еще одним претендентом на воровской трон, ехали в Москву в автомобиле по трассе и были задержаны в Московской области для проверки. При досмотре сотрудники нашли 30 граммов гашиша и 6 миллионов долларов. Эти деньги являлись воровским общаком с юга России. Так Кощаев получил свой второй срок, год заключения, который он отбывал в Якутии. Несмотря на то, что, потеряв общак, Кощаев угодил в неприемлемую ситуацию для вора в законе, ему удалось сохранить свой авторитет в преступном мире благодаря одному инциденту. По пути на место отбывания наказания Кощей какое-то время содержался в транзитной камере СИЗО Иркутска. Однажды его вели по тюремному коридору, где он увидел, как надзиратель якобы издевается над заключенным. Он бросился на защиту зэка и якобы был жестоко избит тюремными надзирателями. Впоследствии законнику удалось доказать, что конвоиры превысили свои служебные полномочия. После своего освобождения в 2013 году Кощей поспешил покинуть страну. Преступной группировкой в Ставрополе он мог руководить дистанционно.